Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на апрель 2026 года для Овнов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогноз на этом канале в первый раз, то, пожалуйста, обратите внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И чтобы вы смотрели правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И для овнов апрель начинается с полнолуния в шестом доме гороскопа. Если вы интересуетесь астрологией, то вы знаете, что шестой дом гороскопа — это дом труда, рутины, препятствий, работы, режима труда и отдыха, и режима дня нашего жизненного уклада. Поэтому полнолуние в шестом доме гороскопа — это период, когда может поменяться режим труда и отдыха, режим жизненного уклада. То есть начали вставать позже или наоборот просыпаться позже, вместо того, чтобы там утром долго валяться, идете на пробежку. То есть что-то меняется в режиме труда и отдыха. Помимо этого, полнолуние в шестом доме гороскопа — это перемены в работе, окончание какого-то лечения, это может быть повышенное внимание к здоровью питомца, то есть питомцы могут шалить, окончание выплат по кредитам, раздача долгов, избавление от вредных привычек и все подобного рода. 2 апреля управитель всего вашего гороскопа Марс заходит в 12 дом гороскопа по 11 мая. Так как это управитель всего вашего гороскопа, это значит, что вы сами можете быть направлены на какое-то уединение, то есть периодически уединяться, либо желать как-то закрыться от других людей, уйти. Но это не всегда уединение, это может быть просто какая-то дальняя поездка, посещение других стран, других городов, посещение санатория, больницы, то есть закрытых организаций, бывает в таких организациях. Помимо прочего, транзит Марса по 12 дому гороскопа, он часто повышает желание физической активности, какого-то спорта, соревновательных каких-то, соревновательный дух просыпается. Но транзит Марса по 12 дому гороскопа — это всегда такие транзиты, когда нужно быть внимательнее к здоровью, бережнее. И не только просто к здоровью внимательнее, бережнее, а именно избегать травмоопасных видов деятельности и таких видов деятельности, которые являются высокорисковыми. То есть не лезть туда, куда вы не знаете, не рисковать, не идти пробовать что-то впервые, что действительно может повлечь за собой какой-то риск. Есть указания на то, что могут быть какие-то срочные поездки, срочные дела в других городах, в других странах. То есть что-то вы получаете какую-то информацию, вам нужно срочно ехать. Эти срочные поездки могут быть в том числе, кстати, связаны с необходимостью, допустим, освободилось место на какую-то операцию, или же нужно срочно поехать посмотреть какую-то квартиру, которую вы хотели купить, то есть связано с недвижимостью, с колюще-режущими предметами, с тем, что вы, может быть, что-то планировали, какие-то вмешательства. Вот такие срочного характера поездки могут быть. И Марс может привносить какую-то конкуренцию в вашу жизнь, и в том числе конкуренцию в работе. С 10 по 30 апреля в вашем 12 доме гороскопа будет Меркурий. Меркурий тоже подтверждает то, о чем говорит Марс. Меркурий указывает напрямую поездки, командировки по работе. У кого-то увольнение с работы, либо у кого-то переезд, связанный с работой, либо переезд, связанный с необходимостью проходить какое-то лечение, либо переезд, связанный с необходимостью каких-то забот о питомце, о том, чтобы, ну, я не знаю, конечно, какой может быть переезд для того, чтобы взять ипотеку, например, либо рассчитаться с какими-то долгами, либо побороть вредные привычки, но такой вот тоже может быть. Помимо прочего, какие-то вещи перевозить, передавать. Вот это тоже такая тенденция по Меркурию. Помимо прочего, писать, выяснять что-то про поездки, переезды, про больницы, может быть, переписываться с какими-то закрытыми организациями. Но и творческая нотка, особенно писать
писательская нотка, когда вы можете что-то писать, сочинять, закрываться где-то. Может, у вас такие муки творчества в этом периоде. С 14 апреля по 15 мая по вашему первому дому гороскопа пойдет Солнце. Вот это такой очень мощный транзит. Солнце будет в знаке своей экзальтации, как управитель пятого дома, дома детей, дома творчества. Опять же, то есть тоже подтверждение того, что творчество какое-то. Может быть, вы на какие-нибудь соревнования по танцам поедете. Или еще что-нибудь подобное по красивому какому-то виду спорта. Транзит Солнца по первому дому гороскопа — это транзит, когда повышается какая-то... То есть даже не то, что повышается что-то, а именно пятый дом гороскопа — это дом хорошей кармы, и вы можете получить что-то по заслугам такое хорошее, что вам давно было положено. Помимо этого, удача в сфере деторождения, в сфере обучения. То есть если вы будете сдавать экзамены, если вы будете выступать где-то, если вы будете заниматься творчеством, то в этот период может быть что-то хорошее. Хорошо сдали экзамены, ребенок хорошо выступил, вы хорошо выступили тоже, вы где-то поучаствовали, либо вам повезло попасть на какой-то концерт, на какое-то мероприятие. Плюс Солнце в первом доме гороскопа — это в целом такое подсвечивается ваша личность, много внимания к вам, что-то становится ясно по поводу вас самих, по поводу вашего статуса, репутации, должности, работы. То есть вы как будто бы в этот период становитесь так немножко на виду. И 17 апреля в этом же первом доме гороскопа, в вашем первом доме, доме личности, тела, физического и здоровья, будет новолуние. Новолуние в первом доме гороскопа означает перемены во внешности, в здоровье, в имидже, в статусе, в репутации и даже в работе. То есть если вы планировали работу, ну, может быть, новая должность, например, то есть что-то может тоже поменяться. И с 19 апреля по 14 мая по вашему второму дому гороскопа пойдет Венера. Венера во втором доме гороскопа будет тоже в сильном для себя положении, в хорошем для себя положении, в знаке, которым она управляет. Поэтому в целом это хороший транзит, благоприятный, который способствует улучшению вашего финансового положения, возможности немного где-то больше отдохнуть, расслабиться, получить ресурсов, может быть, хорошо питаться, наслаждаться чем-то, восстанавливать силы. Ну и плюс, возможно, какое-то повышение заработной платы, либо какой-то бонус, либо, может быть, подарок, какие-то приятные покупки. Также есть указание на то, что вы можете получать деньги от консультаций, от клиентов, от ваших партнеров, от того, что вы вступаете в какую-то команду, от того, что вы создаете какую-то команду. Но в отношениях, кстати, могут быть небольшие разлуки, периоды разлуки, но ничего критичного здесь нету. Здесь такие могут быть какие-то временные перерывы в отношениях, либо перемены в отношениях. То есть если вы в каком-то статусе в отношениях находитесь, то статус в отношениях может поменяться в этот период времени. Но в целом Венера во втором доме гороскопа все-таки такая немножко гедонистическая, дает желание наслаждаться жизнью и дает даже немного и возможности наслаждаться жизнью. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на апрель 2026 года для Овнов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.